Новый Каир, New Administrative Capital, новая столица Египта, Видиан, Неом. Все эти обозначения говорят только об одном месте – новой столице Египта. В египетском простонародье New Capital. Зачем ее решили построить и почему о ней никто не знает в нашей стране? Разберемся вместе. Вы представляли себя президентом? Сколько проблем на ваших плечах? А теперь представьте, что ваша страна на 90% покрыта пустыней, а основное население живет вдоль берега одной реки. И с ростом населения вы замечаете, что люди начинают жить чуть ли не друг на друге. Первая мысль, которая вас посетит: а давайте придумаем, как обжить те земли, что у нас есть в пустыне, и переселить туда часть населения. Если так, то вы не первый, кто такое придумал. Множество стран сталкивалось с такими задачами. Яркий пример – Объединенные Арабские Эмираты, где посреди пустыни построены города будущего. Президент Египта Абдул Фатах Халил ас-Сиси принял аналогичное решение и запустил в 2015 году проект строительства New Administrative Capital Cairo с целью переселить 7 миллионов человек и построить город будущего, который уже называют Новым Дубаем или Новым Сингапуром. Давайте взглянем на карту. Новая столица Египта расположена в 50 километрах на юго-восток от старой столицы. Это примерно полпути до Суэцкого канала. Ее территория составляет 170 тысяч фидан. Это египетская мера длины. Или 714 квадратных километров. Строительство происходит в 3 фазы. Первая фаза – это жилые районы на западе, дороги и аэропорт. Вторая фаза – это правительственный квартал, спортивные объекты, деловой район, дипломатический район и объекты инфраструктуры, в том числе монорельс. Третья фаза – это туристическая зона, торговые центры, развлекательные объекты и парковая зона. Для сведения, сейчас идет вторая фаза и 60% города уже построено. В городе будут использоваться повсеместно новые технологии, цифровизация всего и вся. И знаете, одно это уже повергает в шок тех, кто хотя бы раз отдыхал на курортах Египта, согласитесь? Кроме этого, здесь расположены все государственные органы, даже Центральный банк и египетская биржа. Здесь находится президентский дворец и олимпийские объекты. И все это украшено обильным количеством зелени. Надо выдохнуть. Новая столица Египта – это куча вариантов для инвестирования в недвижимость. Причем не только в жилую, но и коммерческую. Это я всем вам говорю. Доходности достигают сотни процентов как в местной валюте, так и в долларах. Большая проблема – это надежность застройщика и правильно оформленные документы. И для того, чтобы купить что-нибудь в Египте, не нужно специальных разрешений, нужно только желание и деньги. К сожалению, разобраться с тем, какой застройщик надежнее, и не попасть в просак с договором и риэлтором очень сложно. Наша команда поможет вам подобрать объект и провести сделку. Вы получите консультацию и документы на русском языке. А наша юридическая поддержка гарантирует вам чистоту проведения сделки. Поэтому, если вы планируете инвестировать в недвижимость Египта, то переходите по ссылке в описании этого видео и оставляйте заявку. Если вы хотите посмотреть объекты воочию и задать вопросы, то записывайтесь на онлайн-тур по объектам в новой столице Египта. Это там же внизу. Но в чем особенность этого города? Не канет ли он в лету со всей его амбициозностью и помпезностью? Когда я впервые услышал о том, что в Египте строят новый город на 7 миллионов человек, мне сразу представились муравейники и грязь по типу Старого Каира. Для того, чтобы это опровергнуть, я решил увидеть это своими глазами. И первое, что возникло у меня в голове, когда я увидел уже построенные районы, строящиеся гигантские объекты, это Дубай. Но вопрос, кто будет жить и покупать недвижимость в этом месте? И на свой вопрос я получил ответ.
я узнал, что все, что уже построено, выкуплено. Большинство продаж закрывается еще на этапе фундамента. Причем основные инвесторы в этот проект – это представители Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Саудовской Аравии и самого Египта. Россияне пока занимают существенно малый процент. А когда построят, что будет дальше? Это хороший вопрос, на который есть интересный ответ. Вы помните, с чем ассоциируется Египет на данный момент? С отдыхом на Красном море и пирамидами. И знаете, страна все еще не может восстановить тот туристический поток, который был до 2011 года. За 2022 год страну посетило 11 миллионов туристов. Но больше они вряд ли смогут принять. Почему? У них не хватает номерного фонда. И новая столица Египта позволит принять существенную часть туристического потока. Кроме того, она сама должна по задумке проектировщиков стать местом притяжения туристов. Ведь в 2030 году Египет совместно с Грецией и Саудовской Аравией хочет принять чемпионат мира по футболу. И именно это мотивирует достроить и ввести в эксплуатацию город как можно раньше. Сможет ли Египет реализовать этот проект? Покажет время. Но история Египта показывает, что перенос столицы для них не в новинку. Остался последний вопрос. Почему в нашей стране так мало людей знают о новой столице Египта? Для этого вернемся к карте. Если посмотреть на расположение, то мы видим, что новая столица находится чуть вглубь от дороги, соединяющей Каир и Суэцкий канал. Поэтому тем, кто ездит на экскурсию в Каир, чтобы посмотреть пирамиды, сложно что-то увидеть. А основные туристические зоны Шарм-эль-Шейх и Хургада находятся далеко от Каира, поэтому туристы сюда не доезжают. Информации о столице Египта много именно на арабском языке, поскольку основные инвесторы на текущий момент – это арабы. Но не все потеряно. Для вас был создан мой канал, поэтому подписывайтесь, задавайте вопросы и смотрите видео о новой столице Египта. До встречи!